Всем привет! Как подстричь Пикси-боб, вариант первый. В нижнем затылочном блоке выделяется секция. Вертикальным пробором в центре затылка отделяется прядь. Оттягивается под углом 90 градусов по отношению к голове. Далее радиальным пробором выделяется следующая прядь и подтягивается контрольной. И срезается на ее уровне. Таким образом, весь нижний затылок простригается радиальными проборами. Срезанная прядь будет контрольной для следующей. Средний затылочный блок простригается в диагональных проборах. Контрольные пряди на схеме я выделила красным цветом. Верхняя прядь с нижнего затылка будет являться ориентиром. По уровню среза. Диагональным пробором поочередно выделяются пряди и простригаются с оттяжкой к предыдущей. Таким образом выполняется весь средний затылочный блок. Далее идет стрижка верхнего затылка. Выделяется контрольная прядь, я ее показала пунктиром. Оттяжка параллельно пробору и срез тоже. Вся эта зона простригается диагоналями с оттяжкой к предыдущей. Пряди волос. Дальше нужно сделать перекрестную стрижку. Сделать то же самое, только с обратной стороны. На схеме такие движения я указала зеленым пунктиром. Если до этого подстригли правильно, то срезать будет нечего. Работа с височным блоком будет в диагональных проборах. Оттяжка 0 градусов, все пряди подтягиваются контрольной. Стрижка фронтально-теменной зоны выполняется в вертикальных проборах. В центре выделяется прядь, оттяжка строго наверх. Она простригается с удлинением к лицу. Параллельно простриженной пряди выделяется следующая. Оттягивается контрольная, простригается на таком же уровне. Каждая срезанная прядь будет являться контрольной для следующей. Здесь я разделила голову на зоны и простригла как по схемам. Так стрижка смотрится без доработки. Дальше я буду дорабатывать различными техниками среза. Это обязательно нужно делать на сухих волосах. И вот такой результат у меня получился. Спасибо за просмотр. Всем пока!